Сегодня умер Алексей Навальный. Алексей был уникальным человеком для российской политики. Он последовательно шел к цели демонтажа путинского режима, невзирая ни на какие риски. Он занимался только легальной политической деятельностью, не собирался ни в кого стрелять, но понимал, что оппонент, против которого он бескомпромиссно боролся, стреляет запросто и обычно в спину. Против этого оппонента принято бороться на полусогнутых, с фигой в кармане, с воображаемыми красными линиями. То не трогай, туда не ходи, этого не делай. Навальный никаких путинских красных линий не признавал и не соблюдал. Соблюдал лишь свои общечеловеческие. Он занимался политикой в России все 24 путинских года. На 13-й год он чуть не стал мэром Москвы и однозначно стал вторым политиком в стране. На 18-й год он провел президентскую кампанию и не был допущен в бюллетень. На 21-м году его попытались убить, а потом посадили в тюрьму. И вот на 24-й год его не стало. В одном из последних видео, которые выходили с Алексеем Навальным, еще живым, которые снимали для фильм в итоге Оскар получил. Ну вот Алексей там говорил о своем возможном убийстве. Мое напутствие на тот случай, если меня убьют, очень простое. Не сдавайтесь. Пожалуйста, скажите это по-русски. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Получилось, что Алексей даже на случай своей смерти подготовил жизнеутверждающее заявление. Такой он был человек. Он продолжал шутить и мотивировать людей на борьбу даже после отравления. Даже когда провел почти полный год в ужасных условиях ШИЗО и был этапирован в колонию за полярный круг, где обычно держат рецидивистов и самых опасных преступников. Это был человек удивительной воли, с которым даже если не соглашаешься, то понимаешь, он идет до конца, он лидер оппозиции. Его можно попробовать убедить так или иначе, но в итоге он все решит сам и позовет людей за собой, и люди пойдут. Казалось, что он сделан из стали, что он будет с нами всегда. Его травят новичком, сажают в самые ужасные тюрьмы, изолируют, преследуют его команду и адвокатов, а он все равно продолжает писать в Твиттер и шутить там. Казалось иногда, что ему все нипочем, что мы будто в голливудском фильме, и он в нем главный герой, который просто идет этот путь, а в конце пути свободная Россия, где Навальный в президентском кресле также шутит и великодушно прощает тех, кто держал его в камере. Даже сейчас кажется, что вот-вот придет новость, что на самом деле он не умер, что это очередной вброс, что его так пытались оболгать, а он над этим пошутит. Своим поведением он такому отношению к жизни нас научил. Но вот он умер, его больше нет. И я пишу некролог. В это невозможно поверить ни мне, ни, наверное, вам.